Всем привет! Сегодня в игре стартовала новая кампания, которую Konami анонсировали заранее, и посвящена она Кубку Африканских Наций. Несмотря на то, что Konami обзавелись лицензией на этот турнир, само обновление получилось не то чтобы прям глобальным и большим, поэтому сегодня без лишних эпитетов, каких-то эмоций, быстренько пробежимся по тому, что появилось в eFootball. На улице холода, а на Playrock и вовсе замерзли цены. Здесь есть буквально все, что может понадобиться геймеру зимой. Сотни игр, тысячи продавцов и различных товаров. Тут можно найти донат, ключи, предметы и даже звезды в Телеграме. Ну и если вам также понадобится пополнить ваш баланс монеточек в eFootball, это также можно сделать на Playrock, ведь именно здесь крайне выгодные предложения. Если же вы играете на ПК, то на Playrock также можно пополнить свой аккаунт Steam. И даже если Черная Пятница закончилась, пополнение с нулевой комиссией остается. Используйте мой промокод, чтобы пополнять было выгоднее. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. В телеграм-канале у Playrock постоянно происходят розыгрыши. В последний раз они разыгрывали мощнейший кастомный игровой ПК, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Итак, как я и сказал в самом начале, в игре стартовала новая кампания в честь нового лицензированного турнира. Исходя из того, какие именно даты проставлены в кампании, когда завершаются определенные там ивенты, когда перестают быть доступными определенные паки, эта кампания продлится вплоть до середины января. Не факт, что до середины января мы будем получать прям какой-то контент по этой кампании, но как минимум паки, ивенты, все это будет присутствовать в игре в течение 40 последующих дней. Первым делом заходим во вкладку с наборами, и что мы наблюдаем, так это новые шоутаймовские наборы, причем в количестве 2 штук, если мы говорим о паках, посвященных Кубку Африки. Причем изначально я думал, что оба пака появятся с разницей в неделю, ибо они поделены на 2 части. Но Konami решили выпалить 2 пака сразу, и получается так, что мы получили 2 новых пака, которые немножко отличаются от предыдущих, ибо на привычных 3 шоутаймовских игроков приходится всего лишь 72 обычных игрока. И то, не все 72 это ГПшные версии, ибо там также присутствуют и хайлайты. Поэтому в случае с этими наборами я бы, наверное, даже порекомендовал бы некоторым из фри-ту-плейщиков, которые копят монеты, попробовать покрутить эти наборы. Потому что здесь присутствуют далеко не самые последние игроки, и неплохой Мармуш, и интересный Браим Диас, и остальные ребята. Правда, большинству из них добавили только 1 навык, тогда как, по-моему, только у одного присутствует 2 навыка, но все же, как-никак, из всех, наверное, донатных наборов, вот эти вот одни из самых доступных, учитывая, сколько футболистов присутствует в рамках этих наборов. Третий шоутаймовский набор посвящен игрокам турецкого чемпионата. Здесь также присутствуют знакомые нам лица, и турок, ЦПЗшник, который доступен за прохождение круга почета, и Марко Асенсио, который, судя по всему, обрел себя на полях Турции, очередная версия Лероя Сане, только без пикирования сокола, и какая-то нигерийская реинкарнация того же самого Коллера. И рост, и вес, и стиль, и навыки, все то же самое, по сути, что и у Коллера. Также в игре появился новый хайлайтовский набор, который посвящен молодым вундеркиндам, так называемые Young Stars. И что интересно, вместе с игроком, которого вы выкручиваете, вы также сможете забрать сразу же автоматом поинт прокачки. То есть 1 игрок, 1 поинт. И на самом деле кандидаты здесь собраны не самые плохие, но из этих 11 футболистов я бы, наверное, остановился на Гюлере и Эстевау, потому что тот же Дуэ присутствует за прохождение круга почета, тогда как все остальные, вот кроме названной двойки, представляют уже меньший интерес и по цифрам, и по моделькам, тогда как и Гюлер, и Эстевау успели себя зарекомендовать. Команда недели, здесь все как и всегда. Рейтинги 96, 96, 95, 95, 94, 94, ну и в общем все как и всегда. Вот просто скажите мне, чем отличается вот нынешний Кварацхелия, нынешний Ника Уильямс от своих предыдущих появлений в той же самой команде недели. Хави Симмонс был в паке с шоутаймами за 900 золотых монет, поэтому нужен ли он теперь из команды недели, тоже большой вопрос. Разве что вот Райан Шерки
Хаким, возможно, будет интересен, потому что у него обе рабочие ноги, неплохие цифры, неплохой буст, который, по идее, должен работать достаточно часто, учитывая, в какой команде он играет и какие у них результаты. Поэтому, наверное, из всех присутствующих вот разве что француз может хоть сколько-нибудь, но заинтересовать. Также в рамках новой кампании завезли новый пак за селективный контракт. Это, по сути, те же самые хайлайты, только которые доступны, опять же, за селективный контракт. И стоит отметить, что выборка тут не самая плохая. И Ашраф Хакими, и Мухаммед Салах, и Виктор Осимхен, и Рияд Махрез, и Садио Мане, и, наверное, все. То есть все остальные уже менее интересные. Да и банально менее знакомы нам. Тогда как вот эта пятерка нам более-менее знакома и по фамилиям, и по моделькам, и вот здесь уже стоит призадуматься. Хотя те же самые Салах, Махрез и Мане, насколько сильно нужны они при нынешнем геймплее, когда все меньше и меньше игроков используют именно вот таких вот, знаете, фланговых нападающих. Во всяком случае, тут есть и Витя Осимхен со своей башкой, и Ашраф Хакими, который бегает по всему флангу, поэтому тут еще нужно все равно подумать. Ну и, наверное, самое главное, что появилось с этой новой кампанией в честь Кубка Африки, это отдельный мини-турнир, который мы проходим за ГПшной версией игроков, ну, если у вас нет каких-то легендарных карточек, связанных с этими странами. И чтобы хоть как-то сподвигнуть игроков проходить групповой этап против компьютера, последующие плей-офф матчи, за прохождение этого турнира против компьютера мы сможем забрать эпическую-легендарную карточку Диуфа. Я думаю, что награда более-менее соразмерная тому, что нам приходится делать. Конечно, можно было бы, грубо говоря, вот раздать карточку за банальный вход, но не поленитесь и чуть-чуть поиграйте против искусственного интеллекта. В конце концов, надо попробовать как можно больше аспектов этой игры, а не сказать, что у eFootball прям очень много вариантов, чем можно было бы заняться. Поэтому испытайте себя, пройдите ивент на высоком уровне сложности и порадуйтесь жизни. Но отмечу, что для получения карточки вам не принципиально на каком уровне играть, то есть можете пройти ивент хоть на новичке, вы все равно заберете карточку Диуфа. Просто для этого вам нужно пройти плей-офф, то есть второй этап этого ивента, а второй этап вы не начнете, пока не закончите первый.